Всем привет, это Юрий, система Fudge, мебельные кондукторы. Решил снять один ролик о нескольких шаблонах, общее название которых Одесса. Сейчас разберемся, чем они отличаются и в чем они одинаковы. Итак, поехали. Кстати, давно не было политинформации. Трехдневная спецоперация кремлевской хунты растянулась на 7 месяцев. Путин с пропагандонами говорит, что спецоперация идет по плану. Ну конечно же, они уже положили своих солдат от 100 до 150 тысяч убитыми. В России объявлена всеобщая мобилизация. Все идет по плану, вопросов нет. Что смогут сделать мобики такого, что не сделала регулярная армия? Ответ только один – умереть быстрее. Обращаюсь к российскому народу. Пора вам вставать и бунтовать. Чего вы боитесь? Вас как население намного больше по количеству, чем силовиков. Если вы начнете бунтовать, то вас никто не тронет. Дагестан вам в пример. Вы посмотрите, как вы выходите на митинги. Это ж позор какой-то. 5 силовиков тянут одного худого студента, а толпа людей, как овцы, стоят в стороне и блеют. Пока вы не объединитесь и не защитите сами себя, никто другой этого не сделает. Хуже, чем быть отправленным на войну в виде пушечного мяса, уже не будет. Ваша жизнь в ваших руках. Война России против Украины выглядит как борьба мяса против железа. Если вас отвезут в Украину, то везение вам уже не поможет, и вы просто здесь умрете. У вас хоть капля инстинкта самосохранения осталась? Если да, то объединяйтесь и бунтуйте. Путин фуй не понимает одного, что кроме россиян его никто не боится. От слова «никто». Поэтому и провалился и газовый шантаж, и ядерный. Украинцы сдаваться не собираются. Украина выстояла, и наша победа уже совсем рядом. Все буде Украина. Гражданскую позицию высказал. Теперь можно продолжать рассказывать о наших шаблонах. Итак, начнем с того, почему шаблоны имеют одинаковое название. По нашей традиции шаблон был назван городом, в котором проживает наш клиент, который попросил его сделать для себя. Увидев в шаблоне потенциал, было принято решение поставить его на поток. Так появился шаблон в версии 1.0. Ну а потом в нашем Вайбере и Телеграм-группе вместе с нашими клиентами мы оптимизировали этот шаблон дальше. Каждый вносил предложения на основе своих потребностей. Так и появились шаблоны версии 1.1, 2.0 и 3.0. Назначения у шаблонов схожие, а именно Одесса версии 1.0, 1.1 и 2.0 – это сверление возле торца и в торец. Одесса версии 3.0 – это сверление возле торца и по плоскости. Внимание! Небольшое уточнение. Для сверления в торец с шаблоном Одесса версии 2.0 необходимо иметь или приобрести отдельно ответную планку для шаблона Termit Mini. А вот параметры у каждого шаблона разные. Сейчас разберем этот вопрос подробнее. Во всех шаблонах есть два вида отверстий – рабочие и регулировочные. Регулировочные отверстия служат для быстрой и точной установки шаблона на заготовке. Все рабочие отверстия имеют резьбу. Во всех наших изделиях она одинакова – М14×2. В эти отверстия мы вкручиваем наши кондукторные втулки и сверлим через них заготовки. Можно использовать сверла как по дереву, так и по металлу. При сверлении глухих отверстий советуем использовать ограничители для сверла. Вы их сможете найти в соответствующей категории товаров в нашем магазине. Одесса версии 1.0. Имеем рабочие отверстия на самом шаблоне и на регулировочном упоре. Расстояние до рабочих отверстий указаны на самом шаблоне. Регулировка от левого или правого края заготовки от 20 мм до 154 мм. Шаг 1 мм. Расстояние вдоль торца заготовки от 8 мм до 12,5 мм. Шаблон имеет указатели осей. Одесса версия 1.1. Имеем основной ряд рабочих отверстий с шагом 16 мм и дополнительный ряд, расположенный перпендикулярно основному, также с шагом 16 мм. Имеем ряд рабочих отверстий и на регулировочном упоре.
Регулировка от левого или правого края заготовки от 7 мм до 166 мм. Шаг 1 мм. Расстояние вдоль торца заготовки от 8 мм до 47 мм. Нечетные цифры выделены красным цветом. Шаблон имеет указатели осей. Одесса версии 2.0. Имеем основной ряд рабочих отверстий с шагом 16 мм. Дополнительные 3 рабочих отверстия находятся на расстоянии 37 мм. Эти же рабочие отверстия идут шагом 16 мм. Данная модель не укомплектована упором для сверления в торец заготовки. Предполагается для этого использовать ответную планку для шаблона Термит Мини. Регулировка от левого или правого края заготовки от 8 мм до 182 мм. Шаг 1 мм. Расстояние вдоль торца заготовки 8 мм или 9 мм. Это задано конструктивно. Нечетные цифры выделены красным цветом. Шаблон имеет указатели осей. Одесса версии 3.0. Имеем 2 взаимно перпендикулярных ряда рабочих отверстий с шагом 16 мм. Регулировка по оси X от 7 мм до 183 мм. Регулировка по оси Y от 7 мм до 107 мм. Нечетные цифры выделены красным цветом. Шаблон не предусматривает упора. Шаблон имеет указатели осей. Собираются и настраиваются шаблоны просто и быстро. Первый шаг. Вкручиваем кондукторные втулки. Сначала вкрутим в рабочие отверстия кондукторные втулки, чтобы не запутаться с дальнейшими настройками. В сам шаблон и по необходимости в регулируемый упор. Второй шаг. Настраиваем координату X и Y. С помощью регулировочных отверстий настраиваем нужное расстояние. Третий шаг. Настраиваем координату Z. Если имеется упор, выставляем расстояние от плоскости заготовки до оси сверления в торец. Это наша координата Z. Все, шаблон настроен для работы. Сверление шаблоном Одесса версия 1.0 в торец. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Сверление шаблоном Одесса версия 1.0 возле торца. Сверление шаблоном Одесса версии 3.0 возле торца. Я надеюсь, видео получилось для вас информативным. Данные мебельные кондуктора получились простые, но в то же время с достаточным потенциалом. Будут полезны вам в работе. Мы стараемся дополнять нашу систему новыми шаблонами, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий вариант. Поэтому, если у вас есть интересные идеи и предложения, то пишите к нам на почту или в телеграм-канал. Контактная информация расположена на нашем сайте. На этом все. В комментариях пишите, что вы думаете о данной идее. Обратная связь с пользователями наших изделий благоприятно влияет на развитие нашего продукта и всей системы в целом. Всем спасибо за внимание. Пока!